Всем привет, ребят! Это следующая тренировка после толчка моего со стоек 200 кг на 2. Сейчас вам коротко расскажу, что сегодня буду делать. Общая разминка. В общую разминку я включаю греблю, либо велосипед, то есть порядка 50 минут для того, чтобы разогреться, разогнать кровь. В легком режиме, то есть без ускорений. Потом специальная разминка для толчка. В нее войдут вращение локтей, будет 2 подхода по 10 раз, наклоны через козла, 2 подхода по 10 раз, приседания в ножницах, по 2 подхода по 10 раз на каждую ногу, и будет пресс с позиции полусет, 2 подхода 10 раз. После этого будет подводящее упражнение к трастерам, называться это будет силовой толчковый уход. Вот я вам покажу, как мы его будем делать. Это будет порядка, у меня будет порядка 20-40 килограмм. Если вы хотите это тоже делать, я думаю, что порядка 20-30 килограмм этого будет достаточно. Вот, и после этого будет основное упражнение. Называться оно будет трастер. В основном будем его делать в пределах 50-60% от лучшего толчка классического. Вот, до 50%, 50%, 60% со стоек. И в конце, если самочувствие будет хорошее, я еще добавлю румынскую тягу с подставки. Вот, это будет порядка 120 килограмм. Для меня это будет порядка 50% от лучшего толчка. Итак, силовые толчковые уходы делаем с маленьким весом, то есть 20-30 килограмм. У меня это, возможно, будет 40. В основном это на отработку стабилизации. В обычном боевом режиме в основном это всегда делается быстро. Мы сейчас это делаем так же, как рывковая протяжка, как рывковое взятие на грудь. Руки выжимая штангу вверх, при этом тело садится вниз. Если вам подвижность ваших плечей не позволяет сесть глубоко, останавливайтесь в этой позиции, этого будет достаточно. Я уже сделал пару подходов, поэтому сейчас поставлю сразу 40 килограмм, сделаю 3 подхода и будем переходить к главному упражнению трастеры. Как я уже говорил в предыдущих видео, в основном я сейчас сделаю толчок. То есть я делаю толчок от груди, иногда еще комбинирую со взятием на грудь. То есть я практически вообще не делаю рывок. Почему? Потому что большое количество семинаров, большое количество перелетов. У меня не хватает времени на то, чтобы держать всю программу, всю классическую программу. Поэтому я выбираю, концентрируюсь на одном упражнении и стараюсь его развивать. Плюс ко всему, мне толчок со стоек очень нравится. То есть я получаю от этого удовольствие, когда я лезу вверх. Вот. Поэтому в основном все упражнения, которые я делаю на протяжении своего пути, который я называю Road to the Jerk 2x0, я делаю в основном для развития толчка со стоек. Поэтому очень много упражнений повторяется из видео к видео, потому что просто другого ничего придумать нельзя. Но я надеюсь, что каждый для себя подчеркнет что-то интересное и важное. Сейчас Muscle Jerk Balance. Опять же, работая с маленьким весом, мы отрабатываем стабилизацию, мы отрабатываем вращение, вот, которое очень важно, особенно в штангах, в толчке швунг. И самое главное, мы очень хорошо разминаемся. Разминаем как подсет, так и пояс верхних конечностей. Перехожу уже к трастерам. Еще одно небольшое замечание по поводу Muscle Jerk Balance. Не старайтесь это упражнение делать с большим весом, потому что оно дает достаточно хорошую нагрузку на плечи. И опять же, это упражнение у нас подводящее. Оно помогает размяться, помогает подготовиться к основному упражнению. Трастеры, как я говорил и ранее, очень хорошее упражнение, особенно для тех, кому очень важно синхронизировать работу ног и рук. Потому что очень часто мы встречаем атлетов, которые делают подсет, после этого встают
и после этого начинают работать рукой. То есть нужно синхронизировать работу, чтобы после финального выпрямления ногами включалась сразу же рука. Вот, то есть для того, чтобы синхронизировать, я думаю, что это одно из очень хороших упражнений. Плюс ко всему, при выполнении этого упражнения лично для меня работает все абсолютно тело, и на следующий день я чувствую, как все тело вот сжимается, я чувствую крепатуру. Поэтому в основном даже его использую перед самолетом, для того, чтобы хорошо нагрузиться и потом уже денек отдохнуть. Когда мы садимся, наше тело, когда мы делаем подсед, выглядит как пружина. То есть мы сжимаемся со штангой и потом выстреливаем. Если мы только начинаем тренировать углы, у нас внутри есть, можно сказать, называемый стержень, который не дает пружине во время сгинания уйти в бок в разные стороны. Вот когда внутри маленький стержень, очень большая вероятность того, что пружина просто будет уходить в разные стороны. Наша задача построить достаточно крепкие, сильные углы, которые будут таким же размером, как пружина. Чтобы когда пружина сгиналась, у нее не было люфта влево, вправо, в сторону, чтобы она сжималась и детонировала. Для этого, когда мы именно делаем трастеры, я рекомендую вам медленно опускаться в сет и взрываться уже непосредственно с седа и дорабатывать рукой. Иногда даже для разминки можно комбинировать это упражнение с остановкой в седе, для того, чтобы проверить, в каком положении вы находитесь. Потому что если вы будете сидеть на пятках или на носках, вы просто упадете, вам будет некомфортно. Поэтому, когда вы делаете остановку, вы понимаете, что вы на полной стопе, и вам очень комфортно стрельнуть вверх. Поэтому иногда можно добавлять паузу. Скват, скват. Так, потихонечку приближаюсь к 50%. Сейчас еще сделаю 2 подхода и расскажу вам по поводу того, как правильно опускать штангу после того, как она оказывается над головой. Очень часто в залах замечаю, как ребята, опуская штангу с верхней точки себе на плечи, на грудь, делают это очень-очень небезопасно. Для того, чтобы правильно принимать штангу после толчка с верхней точки, во время того, когда она опускается вниз, первое, что вам нужно помнить, таз всегда должен быть сзади. Что бы ни случилось, таз должен быть всегда сзади. Это обычное положение, когда вы постоянно стоите. Это немножко положение, в котором мы таз отводим назад. Когда штанга начинает свое движение вниз, вы выводите тело на носки. Штанга касается плеч, падает на плечи, можно сказать, вы принимаете штангу. Вы сходите на носки на пятки и потом начинаете амортизировать за счет колен. За счет того, что таз уходит назад, а колени вперед. Пожалуйста, не наоборот, не вот так. Потому что в таком положении вы очень сильно набиваете поясницу и колени. Потом, конечно же, вопрос, почему они болят. Румынская тяга с подставки. В качестве подставки использую диск на 10 килограмм. Здесь порядка, не знаю, 5-6, наверное, сантиметров. Вот. Одного диска, в принципе, достаточно. Сегодня буду делать классическим толчковым хватом. Во время выполнения основная особенность, мы сгибаем немножко ноги в коленях. Вот. И уже за счет спины, за счет прямой спины
держа прям спину прямой, мы начинаем делать так называемую тягу, либо наклоны со штангой. Итак, лично я этим упражнением тренирую первое — поясницу, заднюю поверхность бедра, ягодицы. Поясница очень важна, как я уже раньше рассказывал, потому что она тренирует кор. Она одна из составляющих кора, а в толчке это очень важно, чтобы здесь было все крепкое и стабильное. Следующее. Это упражнение я делаю обычным хватом, не в замок, а обычным хватом. То есть дополнительно еще тренируется статическая работа на кисть. И в конце заканчиваю упражнение так называемыми шагами. Направляю плечи вверх 6-7 раз, для того, чтобы еще проработать то, что мы используем в взятии на грудь. Вот это вот. А может и не используем, не знаю. В общем, напишите в комментариях, хорошо это или плохо делать шаг во время взятия на грудь. Не спрашиваю за рывок, именно спрашиваю за взятие на грудь. Ваше мнение, экспертное мнение в комментариях, ребят. Все, спасибо, пока, до следующих видео.